Весной 1501 года основатель сефевидского государства Исмаил Сефеви вместе со своим войском прибыл в Баку. К этому моменту город длительное время находился в осаде. Кызылбашские войска, подойдя к городу, были поражены его величественными крепостными стенами. Город Баку в это время считался неприступной крепостью. Он был окружен 3 линиями мощных стен, которые с одной стороны ограждались морем, а со стороны суши были защищены широким и глубоким рвом. Овладеть этой крепостью было очень важно для Исмаила, так как Баку в это время был одним из крупных городов Ширвана и лучшим портом для транзитной торговли на Каспийском море. Осажденные бакинцы, преданные издавна династии Ширваншахов, мужественно боролись, полагаясь на неприступность своих укреплений и на большие запасы оружия и продовольствия в городе. Баку в это время составлял удел сына Фарруха Яссара, Казибека, который продолжал сопротивление в горных крепостях Ширвана. Обороной города из-за отсутствия Газибека руководила его жена, имени которой историки не называют. Она приказала казнить посланца Исмаила, явившегося к ней предложением и уговорами сдаться. До наших времен дошла лишь самая древняя стена, и Шамахинские ворота размещены именно в ней. Старые ворота были построены в XII веке во время строительства Бакинской крепости по приказу Манучехра III Великого. Новые в XVII веке при шахе Аббасе I по приказу Зульфигар-хана. История парных крепостных ворот связана с историей крепостных стен Баку. В древние времена город Баку был окружен 3 рядами стен. Эти стены были возведены в различные периоды в связи с расширением города и задачами его обороны. Вторая крепостная стена располагалась впереди существующей, на расстоянии около 10 метров. Она не была параллельной первой. Расстояние между стенами увеличивалось у Шамахинских ворот и достигало примерно 15 метров. Путешественник Кемфер, посетивший в период правления шаха Сулеймана Сефевида Баку в 1683 году и пробывший здесь 5 дней, описывая город, отмечает: город окружен двойными стенами на расстоянии 15 шагов одна от другой. Из них внутренняя значительно выше внешней. В стене много полукруглых башен, поверху стены зубцы. Стены, которые обращены к морю, кирпичные, а остальные глинобитные. Двойные ворота в северной стене обиты железными листами. Со стороны гавани 3 ворот для более удобного доставления товаров. Рейд отмечают двойные стены города, обращенные и протянутые еще дальше в море и как бы параллельные берегу. Сохранившиеся до наших дней Шамахинские ворота – одни из 2 обитыми железными листами ворот, которые видел Кемфер в северной стене. Другие ворота во второй крепостной стене были разрушены при ее сносе в 1883 году. Размеры и форма обоих ворот почти одинаковые. Сверху над воротами, а также на всей стене для обороны от врагов размещены мошикули с бойницами. Новые ворота отличаются от старых резьбой по камню, надписями и орнаментом, расположенными по обеим сторонам этих ворот. Ворота обрамлены 2 полубашнями. Стены между проемами и башнями абсолютно гладкие, однако вверху, ближе к мошикулям, имеются сдвоенные бойницы, по форме и размерам такие, как и в башнях. Мошикули были предназначены главным образом для вертикального обстрела штурмующего стены противника стрелами, сбрасывания камней, выливания кипятка и смолы. В 1887 году в Баку были открыты новые ворота во внутренней стене города, парные к уже существующим Шамахинским воротам. Это было не просто расширение пути прохода в центр города.
но и важный шаг в сохранении его исторического наследия. Одновременно с открытием новых ворот было принято решение перенести исторические надписи, ранее украшающие ворота, во внешней стене. Сегодня парные крепостные ворота являются одной из главных достопримечательностей города. Они являются символом богатой истории Баку. Сохранение и изучение этих ворот помогают нам понять, как жили люди в прошлом и как защищали свой город. Видя нежелание осажденных сдаться, Исмаил приказал сделать подкоп и взорвать большой камень в одной из башен стены. Жители города, заделав войлоком пролом в стене, продолжали сопротивляться и продержались еще 3 дня. Но затем, после сильного штурма, крепость все же была взята сефевидскими войсками. Видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, 70 человек знатных бакинцев с Кораном в руках, с мечами на шее и саванами на спине явились к Исмаилу и объявили о своей покорности ему.